Сейчас мы с вами приготовим карамель для нашего торта «Карамельная груша». Карамель у нас будет везде, поэтому нам необходимо сделать ее в самом начале. Для карамели нам понадобится традиционно сливочное масло, сахар, сливки, вода и соль. Соль мы используем флёр де соль, французскую соль. Вы можете использовать любую другую. Если любите соленую карамель, то можно использовать крупную соль, либо розовую соль. Для начала нам необходимо сделать карамель из сахара и воды. Карамель бывает двух видов. Она бывает на сухом сахаре и на мокром. Мы с вами будем делать на мокром, поскольку это проще, легче и контролировать процесс гораздо удобнее. Поэтому в сахар мы добавляем воду. Мы перемешиваем сахар с водой, чтобы у нас была однородная масса. И после этого мы не мешаем нашу карамель, потому что мы навредим процессу кристаллизации. Перемешали, ставим на средний огонь. Мы не трогаем, как я уже и сказала, лопаткой сахар с водой, мы можем слегка только двигать сотейником. Также, пока у нас нагревается масса, мы нагреваем наши сливки. Либо в микроволновой печи, либо в сотейнике. У вашего сотейника должно быть толстое дно. Также покрытие вашей плиты должно быть не меньше, чем сотейник, потому что у нас должно быть равномерное плавление сахаров. Как вы можете заметить, наш сахар с водой постепенно становится карамельного оттенка. Сейчас он уже не прозрачный, он постепенно становится карамельного цвета. Как только он станет янтарным, мы снимаем с огня. Если ваш сахар не становится карамельного оттенка, это означает, что сахар у вас с примесями. Поменяйте сахар. Видите, у нас уже почти карамельный цвет. Кстати, цвет вашей карамели будет зависеть от того, насколько вы темный сделаете янтарный цвет, значит будет темнее, светлый будет светлее. Нам этого цвета достаточно. Мы снимаем с огня и вливаем горячие сливки и постоянно помешиваем. Будьте осторожны, пойдет сильный пар. Далее мы добавляем соль. И в самом конце мы добавляем сливочное масло. Мы перемешиваем сливочное масло, и сейчас нам нужно будет уварить нашу карамель. Смотрите, я думаю, все из вас знают, что из карамели есть и ириски, есть домашняя мягкая карамель, есть такая текучая карамель. Это зависит от того, насколько сильно вы уварите. Мы выпариваем жидкость из нашей карамели. Мы хотим мягкую карамель, поэтому мы уварим до 105 градусов. Если же вы хотите ириску, то нужно уваривать до 110-115 градусов. Если хотите жидкий карамельный соус, то можете либо не уваривать, либо уварить до 100-103 градусов. Мы начинаем уваривать. Мы с вами уварили до 105 градусов. Снимаем с огня. Сейчас мы ждем, когда она немного остынет. Переливаем в другую чашу. Накрываем пищевой пленкой в контакт и убираем в холодильник. Сейчас мы с вами приготовим карамельный бисквит. Для этого нам понадобится сахар, пшеничная мука, карамель, растительное масло, желтки, белки, вода, кукурузный крахмал, соль и разрыхлитель. Сейчас мы смешаем все сухие ингредиенты, кроме сахара, в одной чаше. Крахмал, мука, соль и разрыхлитель. Теперь мы смешиваем жидкие ингредиенты, карамель. Если она у вас очень плотная, можете немного ее подогреть. Растительное масло, вода, желтки, перемешиваем. Теперь мы делаем меренгу из белков и сахара. Белки должны быть комнатной температуры, венчики и чаши должны быть сухими и обезжиренными. Взбиваем их по нарастающей скорости и добавляем сахар частями только когда у нас вся жидкость станет пеной. Мы взбили нашу меренгу до мягких пиков.
Теперь этими же венчиками мы можем начать перемешивать жидкие ингредиенты, добавляя постепенно сухие. Добавили половину. И оставшуюся часть. Теперь мы добавляем половину меренги. Аккуратно вымешиваем лопаткой. Добавляем теперь оставшуюся меренгу. Мы перемешали наше тесто, оно получается очень нежное и воздушное. Сейчас нам необходимо обернуть кольцо фольгой. Мы заворачиваем колечко в фольгу. Выливаем сюда тесто. Стараемся выливать в центр, потому что если края будут грязными, бока, тесто там подгорит, и бисквит впитает в себя этот запах. И убираем заранее разогретую духовку. Сейчас мы с вами приготовим начинку груши. Нам для этого понадобится карамель, груша. Мы берем сорт Конференц. Листовой желатин у нас фирмы Эвальд 160 Блюм. Мы его замачиваем в холодной ледяной воде. Также нам понадобятся сливки и молотая корица. Сейчас мы все, кроме желатина, доводим до кипения, но не кипятим. И потом добавляем желатин. Сейчас нам необходимо довести до кипения нашу грушу. И если она будет еще твердой, нам необходимо будет ее проварить еще минуту-две, чтобы груша стала мягкой. Как только груша станет мягкой, мы убираем с огня, взвешиваем и делим на две части. Как только груша стала мягкой, мы убираем с огня, отжимаем желатин от воды и добавляем к нашей груше. Перемешиваем. Сейчас нам необходимо взвесить нашу массу и разделить на две части. Для начинки нам необходимы два неразъемных кольца, либо можно брать высокие, либо низкие. Нам необходимо смазать их водой, чтобы пищевая пленка хорошо закрепилась на наших колечках. Берем пищевую пленку и натягиваем на колечко. Будьте осторожны, если сильно натянуть, то она может растянуться либо порваться. Оба колечка мы таким образом натягиваем. И мы выкладываем нашу начинку в кольца. И убираем в заморозку до полного застывания. Сейчас мы с вами приготовим пропитку для нашего карамельного торта. Нам понадобится вода и сахар. Нам необходимо довести до кипения в сотейнике воду с сахаром и перелить в пульверизатор. Также обязательно остудите пропитку перед тем, как будете пропитывать торт. Мы переливаем в чашу с носиком, чтобы нам было удобнее перелить в пульверизатор.
Сейчас мы сделаем крем для нашей карамельной груши. Нам понадобится сыр маскарпоне, сливки 33-35%, холодные и сыр и сливки. Также нам понадобится карамель и сахарная пудра. Мы смешиваем все вместе и взбиваем до пышного, светлого, плотного состояния. Мы взбили до пышного светлого состояния. И сейчас нам необходимо нашу массу взвесить и разделить на две части. Сейчас мы с вами будем нарезать бисквит. Расскажу вам, что мы делаем вообще с бисквитом. После того, как мы поставили его в духовку и он приготовился, мы достаем вместе с кольцом на противне, ставим на стол, чтобы полностью остыл наш бисквит. Когда он будет еле теплый, мы проходим ножом вдоль наших стеночек нашего кольца, и после этого мы заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник, желательно на ночь, чтобы он осел и сформировался. Итак, после этого мы достаем его из холодильника, снимаем пленочку. Сейчас мы нарезаем наш бисквит. Нарезаем мы струной для бисквита. И просто ведем ровно, чтобы у нас оба края нашей струны стояли на столе. И нарезаем аккуратно наш бисквит. У нас получается ровный и красивый. Сейчас мы приступаем к сборке торта. Нам понадобится фольга, неразъемное кольцо и ацетатная пленка. Мы оборачиваем фольгой наше колечко. И приступаем к сборке. Мы берем бисквит, выкладываем его в форму, пропитываем его нашей пропиткой. Далее мы берем начинку замороженную, проходимся руками по краям нашей формы, чтобы вытащить начинку. Мы берем начинку и выкладываем ее по центру. Далее мы берем крем. Сначала отсаживаем его вдоль нашей формы, потому что крем плотный, и если этого не сделать, если вы просто будете без мешочка выкладывать ваш крем, то у вас будут пустоты равномерно по торту. Далее мы разравниваем наш крем по торту. И делаем то же самое с остальными бисквитами. Выкладываем бисквит, пропитываем. Мы покрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник на ночь. Сейчас мы будем с вами подготавливать декор. Для этого нам необходимо окрасить какао-масло. Мы взяли какао-масло, растопили его, и сейчас мы будем добавлять жирорастворимые красители. Мы берем жирорастворимые красители, мы будем использовать гелевые, где-то будем порошковые, и перемешиваем до нужного нам цвета. Сейчас мы с вами будем делать рисунок на шарах. Предварительно обязательно все формы протрите спиртом, либо водкой. И сейчас мы развели здесь у меня водка с кондурином, здесь какао-масло, окрашенное в разные цвета. И сейчас мы с вами будем делать рисунки. Здесь окрашиваем в произвольном порядке наши шары.
Какие-то я добавлю еще прям серебра. Берем следующий цвет и наносим его. Также произвольно. Здесь у нас добавлен кондурин. Сейчас мы берем просто белую краску и делаем брызги. И мы берем синий, и когда у нас подзастыло, наносим еще синий цвет. Сейчас мы будем делать шоколадный бордюр с рисунками. Для этого нам нужна ацетатная наша пленка. Также мы распечатали рисунки, которые мы будем переводить. Нам необходимо приклеить малярным скотчем нашу ацетатную пленку, для того, чтобы наша ацетатная пленка никуда не уехала. И сейчас мы берем рисунок, подставляем его под ацетатную пленку и начинаем рисовать. Обводим сначала черным и потом раскрасим цветным. После того, как у нас высох наш черный контур, мы окрашиваем другую краску. Здесь, видите, я уже окрасила, чтобы показать. Мы окрашиваем аккуратно, как в раскраске. Раскрашиваем аккуратно, как в раскраске наших морских жителей. Мы берем темперированный шоколад и очень быстро заливаем в форму. Сейчас мы отстукиваем форму со всех сторон. Пластиковой частью. Переворачиваем. И вновь отстукиваем. И проводим от себя. Оставляем стабилизироваться при температуре для шоколада. Мы берем темперированный шоколад, добавляем немного красителя для разводов. И выливаем на наш бордюр, нашу ленту. Разравниваем. И ждем, когда шоколад замотовеет. Как только наш бордюр начинает мотоветь, мы его берем аккуратно, перекладываем. Здесь можно зачистить. Как только наша полоска стала матовой, мы аккуратно натягиваем на колечко. Колечко мы взяли чуть больше диаметром, чем сам тортик, чтобы нам было легче надеть его потом на торт. Закрепляем и оставляем при температуре для шоколада. Сейчас мы с вами сделаем крем-чиз для нашего торта «Карамельная груша». Нам понадобится творожный сыр. Мы используем фирмы Хохланд Кремета, сахарная пудра и холодные сливки. Сливки обязательно должны быть 30-35%. Также, по желанию, можно использовать краситель. Мы немножко подкрасим его голубым, чтобы он был у нас в тематике нашего декора. Сейчас мы все ингредиенты взбиваем по нарастающей скорости в чаше и взбиваем до плотного пышного состояния.
Мы добавляем немного гелевого водорастворимого красителя голубого цвета и вымешиваем до однородности. Видите, масса крем-чиза у нас получается очень плотная и пышная. Сейчас мы смазываем подложку небольшим количеством крема, чтобы наш тортик не уехал. Достаем торт из кольца, ставим по центру, снимаем ацетатную пленку и начинаем покрывать кремом. У нас подробное видео по покрытию крем-чизом есть отдельным видео. И мы начинаем покрывать наш торт и выравнивать его. Сейчас мы с вами склеим наши шарики шоколадные. Мы берем горячую воду и ставим желательно металлический сотейник либо чашу. Ждем, когда он нагреется, и будем соединять. Мы достаем нашу полусферу из формы. И сейчас мы будем соединять. Делаем это очень быстро, иначе у нас подтает очень сильно шарик, полусфера точнее, и у нас будут уже не круги, а овалы. Соединяем, прижимаем и на стыке проводим пальцами. У нас получаются такие шарики разных диаметров. Сейчас мы берем наш ободок и ставим его на тортик. Сейчас мы начинаем устанавливать шарики. Сейчас нам нужно установить шарик на другой шоколадный шарик. Мы его скрепляем шоколадом и брызгаем фризером. Наш торт готов.